Вот у нас идет горячая вода по нашей магистрали, заходит в радиатор в первый, какое-то количество тепла он в себя забрал. Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Продолжаю делать свою мансарду. Сейчас я развел отопление и хочу вам рассказать, какую систему отопления я выбрал, исходя из каких критериев, какие материалы я использовал, на чем можно сэкономить, на чем нельзя сэкономить. Хочу начать с того, что давайте-ка мы определимся, в каком случае можно самому делать отопление, в каком случае нельзя. И первое, за самостоятельный монтаж системы отопления можно браться только в том случае, если ваша система отопления относится к несложной и небольшой системе. Что это значит? Это значит, что площадь вашего отапливаемого помещения по одному этажу не составляет более 150 квадратных метров. Либо же 2 этажа, но 300 квадратных метров. В таком случае можно обойтись без помощи специалистов, то есть без специального расчета отапливаемых помещений, то есть оборудования. Все это можно сделать самому. Дальше мы чуть-чуть пройдемся по теории, рассмотрим 3 основных системы отопления. Вам будет понятно, какую для себя систему выбрать. Для тех, кто первый раз на моем канале, поясняю. Это все я делаю не просто так с бухты-барахты. Я занимаюсь ремонтом и отделкой уже на протяжении 17 лет. Еще один важный момент я хочу заметить, что не только система отопления правильная в вашем доме будет сопутствовать тому, что в вашем доме будет тепло, хорошо и прекрасно вы себя будете чувствовать. Нет, здесь очень много факторов. Утепление фасада, утепление кровли, вентиляция, системы кондиционирования, вентиляции, все это взаимосвязано. Поэтому, кто не смотрел мои предыдущие видео, у кого есть такая же мансарда, как у меня есть видео, как я это все утеплял. Можете зайти ко мне на канал и посмотреть несколько роликов, там будет про утепление. Это очень важный момент. Пока у меня система отопления не работает, у меня дом 120 квадратных метров, у меня работает одна электрическая тепловая пушка в 1,5 киловатта, и этого хватает, чтобы в доме чувствовать себя достаточно комфортно. Когда очень холодно, конечно, то я включаю уже 3 киловатта. Но в основном всю зиму пушка проработала мощностью в 1,5 киловатта. Кто не понимает, сколько это очень мало, это 0, практически 0. Итак, давайте же рассмотрим основные системы отопления. И первая у нас будет однотрубная система отопления. Что это значит? Однотрубную разводку в самом простом варианте называют еще ленинградкой. Она далеко не идеальна, но зато она популярна из-за своей простоты. Ленинградка представляет собой такую систему, при которой все элементы отопления подключены как бы последовательно к одной трубе, которая играет роль и подачи, и обратки. И к этой основной магистрали уже параллельно подключены, подсоединены там радиатор и разные другие тепловые устройства. Особенность ленинградки в том, что в первый радиатор поступает самый горячий теплоноситель, и часть тепла отбирается на его нагрев. И по мере прохождения теплоносителя по магистрали, естественно, теплоноситель постепенно остывает, остывает, остывает и так далее. Чем больше радиаторов, тем крайний радиатор будет, естественно, холоднее и холоднее. Давайте прямо на примере, сейчас у меня небольшая схема есть, я вам поясню, как это все происходит. Давайте вот простыми словами. Вот у нас идет горячая вода, по нашей магистрали заходит в радиатор в первый, какое-то количество тепла он в себя забрал. Дальше уже идет смешивание у нас подачи и обратки. Уже в следующий поступает еще чуть более остывший теплоноситель, следующий еще более остывший. Ну и так далее идет. То есть у нас, видите, с каждым радиатором у нас теряется тепло на подаче. И, соответственно, в самый последний радиатор будет уже практически поступает холодная вода. Все опять-таки зависит от длины нашей магистрали. Давайте же сейчас разберем все плюсы и минусы ленинградки, то есть что можно отнести к плюсам. То, что у нас идет одна труба, одна магистраль. Но не забывайте, что она большего диаметра. А труба большего диаметра, естественно, стоит что дороже. Ленинградку, я бы сказал, можно применить в том случае, если у вас там 3, 4, 5 радиаторов небольшой мощности. Далеко ходить не надо. У меня у отца в соседнем доме ленинградка. У него, по-моему, основная труба, то есть основная магистраль, 32 труба, уже подводы там, по-моему, 20-ка. Но не суть, у него, по-моему, в цепи 7 радиаторов. Последние 2, честно говоря, слабовато, совсем слабовато работают. Но опять-таки, говорю, если у вас будет 3, 4, 5 радиаторов небольшой мощности, то я думаю, все будет нормально. Следующую систему отопления мы рассмотрим двухтрубную систему отопления. А конкретно мы рассмотрим петлю Тихельмана. И главный плюс петли Тихельмана — это сбалансированность системы.
Выбор такой системы позволит вам сократить количество установленной арматуры. И, соответственно, отпадает необходимость обслуживания этих дополнительных устройств. Также за счет того, что система является сбалансированной, то все радиаторы в ее составе греют практически одинаково, без применения дополнительных решений. Это, естественно, оптимизирует работу котла и насоса и снижает износ оборудования. И кроме того, в таком режиме, естественно, повышается эффективность работы всей системы. Ну и помимо, естественно, всех преимуществ, достоинств петли Тихельмана, она имеет, конечно же, ряд недостатков. Первое — это, естественно, увеличение протяженности трубопроводов. Потому что у нас уже идет не один трубопровод, а у нас получается уже 3 трубы. Из-за того, что, естественно, у нас увеличивается протяженность трубопроводов, это, естественно, приводит к значительному росту материальных затрат. И кроме всего этого, у нас, естественно, усложняются все монтажные работы. Еще такую систему отопления называют попуткой. Что это значит? Это значит, что у нас теплоносители и обратка движутся в одном направлении. Сейчас я на схеме вам все это подробно покажу. Петля Тихельмана — это, конечно, очень хорошая система из-за ее сбалансированности. Но у меня дом 120 квадратов, поэтому я не стал ее применять. У меня так устроена система отопления, что я не могу цельное плечо кинуть по первому этажу, по второму. Мне нужно делать разрывы. Для меня это невыгодный вариант. Да и вообще, честно говоря, даже в целях экономии, у меня маленький дом, и поэтому я использовал тупиковую схему отопления. И сейчас мы как раз таки ее разберем. Вот так примерно выглядит моя система отопления. Сейчас только уберу по одному лишнему радиатору. У меня получается 4 радиатора на первом этаже и 4 радиатора на втором. Возьмем правую часть за второй этаж, левую часть за первый этаж. Итак, от котла, простыми словами, у нас выходит подача и выходит обратка. Здесь же сразу ставим тройники. У нас одно плечо сразу уходит на второй этаж и одно плечо уходит по первому этажу. И на каждом плече, смотрите внимательно, висит по 4 радиатора, то есть равное количество. Вот примерно в этом месте я поднял стояк отопления на второй этаж и тут тоже поставил тройники. И у меня получилось еще на втором этаже 2 плеча. На одно плечо 2 радиатора и на второе плечо 2 радиатора. Все это я делал, потому что было не очень удобно, то есть я уже объяснял. Попадаются сложные места, где вы просто не можете всю трассу кинуть по периметру дома. Поэтому можно поступить таким образом. Вот разделить еще на 2 плеча. 2 радиатора на одно плечо, 2 радиатора на второе плечо. Вот в этом месте, на первом этаже, я, возможно, поставлю балансировочный кран. Возможно, но не факт. Который будет отсекать у нас плечо, которое по первому этажу идет. А вот как бы выглядела моя система отопления, если бы я использовал попутную схему подключения. Хочу обратить ваше внимание. Вот у нас не от котла сразу идет обратка, а обратка начинается вот сразу с первого радиатора. Я отметил кружочком, вот посмотрите. И пошла вслед за подачей. То есть у нас идет движение теплоносителя в одном направлении. И только потом уже от последнего радиатора она кольцуется, возвращается обратка обратно к котлу. Вот используются 3 трубы. Вот это и есть система Тихельмана. Видите, вот сколько труб вам понадобится. Стрелочками я указал направление движения нашего теплоносителя. Вот вы можете видеть. Идет все в попутном направлении. А вот так бы по системе Тихельмана выглядел бы мой второй этаж. Куча труб, куча проводки. Ну, в общем, мне это было невыгодно. Поэтому я, в принципе, просто отказался от этой идеи. Да, она мне и не нужна. Эту систему дольше паять, да больше труб, да и больше денег, естественно, на это все потратится. Восстановился я на тупиковой схеме. Все предельно просто, понятно. Спаяли 2 трубы, подача, обратка. Балансировать эту систему особо не придется. Но если нужно будет отбалансировать, у нас всегда стоят краны на радиаторах. Где-то чуть убавили, где-то чуть прибавили. В принципе, все это можно сделать самому без всяких проблем. Кому интересно посмотреть, как я, как мастер, буду делать себе ремонт, на чем я буду экономить, на чем я не буду экономить, подписывайтесь на канал, все увидите. Здесь будет полностью все под ключ. По мере возможности я буду записывать ролики, все вам показывать, чтобы никто не усомнился в том, что я мастер приходит, начинает там что-то накручивать, навинчивать заказчику. Нет, вот я показываю, как я делаю себе. Милости прошу на канал. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.